привет! Если вы меня видите, значит, вы смотрите первый выпуск нашего подкаста «Ток-шоу». Вы это серьезно. Представлю вам наших ведущих. Какое шоу нынче не обходится без армян? Вы знаете, что это сейчас залог буквально успеха, и мы не стали исключением. Гарик Петросян, кинорежиссер. Здрасте, это я. Серьезный дяденька справа от меня, с бородой, Кирилл Стрельников, политический обозреватель, колумнист РИА Новости. Я тележурналист, радиоведущая, продюсер и просто блондинка Светлана Разумовская. Да, и поскольку нам втроем не всегда весело, поэтому мы всегда будем приглашать четвертого гостя. И сегодня мы пригласили, я считаю, самого лучшего гостя. Я премию «Подхалим года» сегодня забрал. Участница 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», телеведущая Фатима Хадуева. Я поаплодирую. Спасибо. Фатима, Нормально? привет. Спасибо. Хорошо представил? А? Хорошо представил? Ну, я ж тебе на 5000 рублей больше дала, а ты так Всё, как-то так. но я их отработал. Не проклянет теперь, не проклянет. Вот, Гарик. я это и хотел спросить. В чем суть нашего проекта? Давайте я расскажу. Мы берем самые скандальные, самые актуальные, самые крутые, интересные новости, которые были в инфополе за последние неделю, несколько дней, обсуждаем их, троллим, иронизируем, в общем, развлекаемся как можем. И у нас подъехало сразу несколько новостей. Давайте выберем, с чего начнем. Первое. Изобрели чудесную инъекцию для мужчин, инъекция красоты в мошонку, которая помогает мужчинам чувствовать себя более уверенно. Второе. В Санкт-Петербурге полностью запретили электросамокаты. И третье. Ограбление Лувра. Голосуем. Подождите, давайте мы по поводу первой. объединим первое и последнее. Хочу по поводу первой. Какая красота? Красота мошонки или красота в целом? То есть укол туда, и ты весь красивый? Это же придает или укол уверенности. туда, и там и красивый? там красиво. И, соответственно, если там красиво, то и здесь красиво. Я предлагаю обсудить супер новость, которая всемирно известная стала, да, потому что про этот укол мало кто знает. Мне кажется, Света сама придумала этот укол и сейчас нам про него рассказала. Про Лувр, так про Лувр, что можно сказать? Все уже про это 100-500 раз, мне кажется, прочитали, все новостейные паблики зарубежные наши про это рассказали. 4 человек, 7 минут, ограбление века на 88 миллионов евро. Это чуть меньше, чем бюджет Саратовской области за год. В очереди в МФЦ мы иногда дольше стоим. Да, и, собственно, ограбление абсурдное, смешное. Вот, Фатима, что вы вообще про это думаете? Слава богу, что не про мошонки. Я вообще в этом не разбираюсь. А в самокаты я бы запретила вообще везде. Сейчас у вас хейта, знаете, сколько будет из-за моих самокатов? Не-не-не, мы с тобой вместе, я тоже. Ага. Я ими пользуюсь, но считаю, что надо запретить. Отлично. В некоторых местах. Отлично, видите, наша какая сторона. Черная сторона, я это называю. Темная сторона нашего эфира. Лувр – офигенная тема, очень интересная. Мало того, совершенно запутанная. И очень много там есть ненастоящего. Например? Так. Дин-дин-дин. Ладно, давайте вы свои версии. Я тяжелая буду, артиллерия. Ну, вы у нас экстрасенс, Фатим. Мы-то так, собственно... По новостям прошлись же. По новостям На прошлись. самом деле, я специально посмотрел официальные документы по криминалистике западной, да. Так вот, вся эта экстрасенсорика – это замечательно, но нет ни одного документально подтвержденного факта, ни одного дела, которое было на 100%, скажем так, раскрыто из-за участия экстрасенсов. То есть нигде нет ничего. Это я сейчас правильно в тебя прилетело? Это да, это сейчас, знаешь, такие стрелы так раз от красивого мужчинки. А вот, Фатим, вас-то не привлекали ни разу наши вот вам сейчас правоохранители? прям возьми и скажи. Всем Ну, жить возьми и хочется. скажи, действительно, чего ж Нет, нет-то? на самом деле, вот ты кинорежиссер, Да. ты прекрасно понимаешь, что 13-й отдел НКВД, никто его никогда не закрывал Так. у нас в России. И это была самая сильная база обучения экстрасенсорике. И все мировые сообщества учились у нас. Если Ах, что, они я об этом собаки. впервые Да. А что же они так облажались с Лувром-то, если они такие
так Слушай, все это это умеют. красиво подготовленная акция. Ты посмотри, как они сделали, не докопаешься же. А мне кажется, знаете, как там было? Смотрите, собрались 4 парня, у которых дико не хватало денег. Они такие, давайте ограбим банк. Они говорят, нет, банк слишком сложно. Давайте ограбим Лувр. Он говорит, серьезно, Лувр, это сложно. Он говорит, да ничего сложного, я там был, Марио там идет бабка- грабить Лувр. Там бабка-охранник, погнали туда. Они такие, погнали. Все, зашли, вышли. Они прям, знаешь, как в настоящих фильмах говорят, как будем грабить, как мы зайдем. С парадного входа. Это Только с они парадного фильм, окна. наверное, посмотрели. Вы же инструкцию режиссера правильно снимаете же, Конечно да? же, по нашим инструкциям, посмотрите «12 друзей Оушена», там супер инструкция. Первая инструкция, если смотреть по фильму и грабить банк, то это надо пройти курс акробатики Да. для начала. да? Посмотрим, Давайте посмотрим, и вы поймете, что это все как неправда. 12 друзьях Оушена грабили. А вы заметили, ясновидение какое должно быть, чтобы видеть вот эти невидимые линии? Кстати, да, это же нам зрителям показывает режиссер, а на самом деле... Он же не видит этого. Но самое главное, вот На самом смотрите, деле их нет, наверное. этот же лазер, это датчики движения, это камеры. Что меня, например, поразило, что ни в одном из окружающих залов, откуда, собственно, вынесли все эти 8 или 9 предметов, да, драгоценностей, нету ни одной камеры датчика слежения. А охранники реально испугались. Они не Да испугались. потому На что самом деле- охранникам-то осталось один раз чихнуть. Ну, давайте честно, кто там охранник? Ну, красавчики накачанные или подготовленные спецслужбы? Нет. Кирилл, я они- сейчас в вашу сторону такой камушек хороший кину. Давайте. Я вас поддержу. Булыжник, наверное, там Не, пока нет. Вам уже? Вот. А на самом деле, вот если брать все, что показывают в фильмах, это настолько все извращенно на современном уровне охраняется, что это пыль в глаза. В любую организацию такого национального уровня зайдите, мне кажется, там нету такой системы и организации. У нас Зимний дворец. Практически условный аналог да, Лувра, резиденция царей, собственно говоря, наших российских. Вы когда последний раз там были? Давайте на секундочку, да, чтобы все понимали. Я не был в Европе ни разу, тем более в Лувре. И вот Слушай, в Зимнем не дворце был. ты чихнешь просто громче там Тебе скажут, 20 «Будьте децибел, здоровы». к тебе соберутся 500 бабулек-смотрительниц такие, на тебя будут палками пшикать, и забьют. чуть ли тебя не палками гнать из зала, клянусь. А не дай бог, они вот так свою эту вязаную эту откроют, а там будут все награды и погоны То есть видны. служба безопасности Зимнего на самом деле в этом плане на высоте. Ну, я уж не говорю про камеры и прочее. Да, в целом, давайте так честно будем. В России служба безопасности всегда прекрасна. Я расскажу одну историю, быстро. Приезжали ребята из Испании, очень классные музыканты. Они учились в музыкальном университете или институте в Испании. И у них есть фишка. Каждый год выпускники автостопом пересекают всю Европу, зарабатывая игрой на своих инструментах национальных, испанских. Они приехали, и мне просто, я проходил мимо, они говорят, где можно поиграть? Они говорят, где Red Square? Я говорю, Red Square далеко, давайте я вас довезу. Я их на своей машине довез туда. Они выходят, достают инструмент, начинают играть. Я такой, нет, ребята, не тут. Через, не знаю, 20 секунд, наверное, подъехало 2 машины. Оттуда вылезло очень много ребят. Кто-то в штатском, кто-то нет. Попросили очень вежливо, сказали, ребята, здесь играть на музыкальных инструментах нельзя. Вот туда отойдите и там, пожалуйста, играйте. К слову, вы же знаете, да, у нас тут футболиста Мостового пытались похитить, а после него еще одного бизнесмена. Да. Наши ребята, правоохранительные органы, браво, я считаю, лучшие в мире, в течение суток вообще раскрыли. Кто, зачем, когда? Сутки. На секундочку, 19 октября грабанули Лувр. Сегодня у нас 30 число. Мы снимаем программу 30 числа. Сколько прошло дней? 11. 11 дней. Поймали всего 2 подозреваемых. Драгоценностей как не было, так и нет. Причем подозреваемых, не... Подозреваемых. Да. 60 следователей спецподразделения, которое искало драгоценности Ким Кардашьян в 2016 году. Вот, кстати, фоточка прилетела. Следователь из Парижа, главный, который ведет это дело. Посмотрим на фоточку следователя. Давайте сейчас кинем карты. Кто это может быть? Араб, Француз. темнокожий парень или француз? Вот. Видите, француз. Да, Мне это- кажется, это инспектор Гаджет. А почему именно ко мне? Вы это направление такое дали, так молодой, красивый, я не замужем. Подождите, Что я он- должна его он писать как следователь? женщина или как экстрасенс? Он следователь?
Он самый, да, он старший следователь по делу об Старший. ограблении. Посмотрите на него, слово старший и он даже вместе. Остальные эти, школьники, что ли? эти слова рядом не стоят. Эту фоточку распространили несколько телеграм-каналов. Вы это серьезно? Это следователь? Нет, ребят, он никакого отношения, в моем понимании, с моей, как говорится, спецификой разбирательства людей по запчастям, я могу сказать, никакого отношения к следователю, тем более к такому ответственному, не имеет. Если только это не пиар-акция самого Лувра. И Короче, он Франции. не найдет драгоценности, Фатима. Он может найти драгоценности в том случае, если они у них. Он может найти драгоценности своего парня. Они на самом деле они найдут драгоценности 100%. Обязательно. Они уже сказали, что они 100% найдут. есть они пообещали. Почему? Нет. Тут математика, на самом деле. Они привлекли ровно 100 детективов лучших со всей Франции, включая правнука комиссара Катани и комиссара Мегре. Кирилл, вы понимаете, что 100 лучших Правильно. И, полицейских значит, это это 100 все полицейские Франции. 100%, да. И они говорят, что, ребят, это же очень просто. Каждому следователю выдаешь по 1% дела. Да, и в итоге каждый отвечает за 1%, и в итоге получается 100%, потому что их 100 людей. То есть 100%, значит, дело будет раскрыто. Понятно. Их 100 человек, да. Не знаю, я считаю, что дело не будет Мощная раскрыто. статистика. Не, математика, ход действия вообще математика потрясающая. Нет, математика все в порядке. Объясняемая. Смотрите, на самом деле, что касается Лувра, это мое личное такое мнение, у любого человека есть исследовательские способности, а у меня очень извращенный ум, ему нужна пища, и он очень много копается во всех историях. Что касается Лувра... Что значит извращенный ум? Видите человека сразу голым? Представляете? Я не понимаю, что такое Нет, извращенный это ум. слишком простой ум. Извращенный ум видит человека и разбирает его по запчастям. Вот, по деталям. Он смотрит, Печень насколько где, Да, отдельно где как мозг. долго человек курит кальян, может Фатима легко сказать. Сколько ему осталось жить после моей трепанации, да? И Лувр – это же глобальная большая история. И Лувр – это стратегический объект. С точки зрения энергии, которая фигня, правильно же, да? Полная. Да. Кирилл не Отключу верит. у вас энергию Кирилл, да, и будем вас скептик. хоронить. Вы выберете сразу, кремировать или похороны. Лувр – это достояние. Это достояние энергетическое Франции. И посягательство сюда – это подрыв вообще не только культурного наследия, а политической значимости самой страны. Ударили прямо в центр. Это то же самое, что у нас на Кремль. То есть подрыв устоев. Кстати, и букет Левкоев. Кстати, уже нашли русский след. Как же без наших-то? Вы Уже что? объявили, да, что в этом, возможно, есть русский след, даже предположили, что есть армянский след, хотя армяне сразу открестились, сказали, да мы живем круче, чем у вас Гарика там в же там Лувре. нету. Надо, пускай они за нашими драгоценностями охотятся. В смысле, за вами армянами? А я вообще не могу понять. Франция потеряла? Там же у вас весь свой отдельный Да. тухум сидит, армянский. Ну, Да, там вообще нас там диаспора, очень много, Шарль очень Азнавур, большая это же, диаспора. я так Одна понимаю. одна из крупнейших в мире. Диаспор, Там, да. Зачем нам это надо? Да, конечно, нужно сразу арабы, не русские, да? Нет, смотри. Если бы армяне грабили Лувр, да? То они Ни бы одной лестницы бы никто бы нигде не увидел, они бы Нет, сторговались. Да нет, мы бы не забрали всего лишь сколько там, 9 забрали? Да. 9. Минимум не уронили бы корону. Это что такое? 9 это только мои родственники, только мои, ближайшие. А еще другим же тоже надо что-то дать. Кстати, ни одна из драгоценностей не была застрахована. Карл, ни одна из драгоценностей не была застрахована. 21 век. Сейчас они в жопито. Но у них есть какая-то перспектива с точки зрения астрологии. Это астрологи говорят. И при чем Они тут умные. Лувр? Так вопрос. Пока сейчас у них хаос, сейчас идеальная возможность все это вообще расхерачить. Распродать. Кто-то распродать, что-то украсть, что-то Типа в переделать. карман себе положить. То есть Лувр ограбил сам себя. Минимум там страховки нету. Страховки На нет. самом деле, смотрите, подсказывает, что действительно это было все подставлено, подстроено и так далее, и так далее. Один простой факт. На следующий день после ограбления Лувру было выделено 800 миллионов
евро на установку 10 раз больше. современной... Подожди, они же просили 500, им не дали. Нет. Да, они просили. Говорю, им выделено было на следующий день 800 миллионов евро. Ровно в 10 раз больше, чем было якобы украдено. То есть было понятно, что... слушайте, а давайте сделаем так, чтобы у нас Прецедент. украли, и нам эти деньги дадут. И мы их дали. Да. Прецедент. А может быть, это купили? Может быть. Кстати, Дуров же сказал, говорит, дал объявление, Он что купит. я готов выкупить эту коллекцию, но только в Лувр в Дубаях. В Дубаях, да. Скорее всего, если это действительно украдено, то, скорее всего, это уже давно там. А мне кажется, схема очень простая. Есть некий руководитель страны, да, который распределяет бюджет. Он говорит: пацаны, мне прям надо вот это. Сколько вам денег Сколько надо? отката дадите? Сколько вам денег надо? Они говорят: 500 миллионов. Они говорят: 500 миллионов, давайте чуть больше, там остальное тоже мне дадите. Они такие: окей. Секундочку, у него же был Всё. этот скандал с Бриджит. И он говорит: слушай, Бриджит, что мне нужно сделать, чтобы ты меня простила? Да? Она говорит: вот эту коллекцию. Коллекцию хочу, да? Хочу корону. Хочу вот это. корону Ну, там же Жозефины. какая-то королева Евгения. Корону принесла, там, она не такая: помнишь. эту корону больше не хочу. Да. Ее нашли вот когда... Да. выбросили. Вот я думаю, Как что вариант. примерно в таком ключе. Зато сейчас, вы знаете, сколько людей толпами покупают билеты и идут в Лувр, Да. чтобы посмотреть на вот эту трагедию. Прекрасная пиар-акция. И великолепнейшая пиар-акция. Чудесная. Ну, Туристов они так стало сейчас больше. отобьют эти А деньги сейчас, на туристов. сейчас вам, как режиссер, ты меня сейчас поймешь, а сейчас нужно еще сделать. Не хотите ли вы пройти маршрут там похитителей? Всего лишь 7 минут. А еще представить эту же лестницу и спуститься по ней на корзиночке, как спустились грабители. Кстати, у нас есть видео, давайте посмотрим. Мне очень смешно, кто это снимал. Видео, как похитители убегают из Лувра. Вот. Оно появилось на 4-е сутки. Такие в корзиночке сидят чуваки. Вот они сейчас запрыгнут на самокатике и уедут. Причем, заметьте, они неспешно спускаются. Здесь камера сработала Абсолютно. офигенно, а там не сработала. Так это Кто-то- человек снимал. Кто-то это снимает на телефон, там даже какие-то комментарии на французском, понимаете? То есть чувак видел, как чуваки выходят из окна, садятся в корзинку из Лувра. Это определенный отчет. Если брать серьезно, если было бы серьезное ограбление банка, вы прекрасно понимаете, что вот эти люди и тех двоих, которых поймали, которые молчат, а молчание золото, это, наверное, украденное так действует, вот, уже давно бы нашли бы. Мне кажется, Понимаете? чуваки молчат, потому что они просто не знают, Не где. знают ничего. Мне кажется, они просто Они не не знают, знают, где. где. Водители, Они которых такие- арендовали эту и люльку. четверо. они- Да, такие на измене сидят, такие, блин, что от нас хотят, что говорить-то? Смотри, приезжаешь, значит, в Париж, и говоришь: хочу пойти в Лувр. Приезжаешь в Лувр, подходишь к этой короне, и такая говорит: ребята, мне кажется, я прям чувствую, что этой короны скоро здесь не будет. Такое могло с тобой случиться? Ты знаешь, ты сейчас сказал вроде бы шуткой, постебаться надо мной Нет, хотите? ни в коем случае. Нет, я Это тебе- абсолютно нет, серьезный подожди, вопрос. а ты серьезный вопрос задал. Вот когда к нам подходит, к экстрасенсам, это я, а экстрасексы это все остальные, вот, когда вот подходят и говорят: а вы почему вы не видели там, что самолет разобьется, еще что-то сделается? Я всем говорю, дайте номер телефона, по которому звонить. Но, правда, это будет психиатрическая клиника. Вы как это сделаете? Вот скажите, научите меня. Вот ты подходишь и говоришь: ребята, вот этот самолет, его взорвут. И я это вижу. Что будет дальше? Тебя закроют в подвал ФСБ. Конечно. Сразу Минимум. просто. Значит, ты организатор, значит, ты в этих историях участвуешь. Ну, либо в дурку. Знаете, что случилось? Это когда у меня был такой случай, съемки как раз были дневника с Фатимой Хадуевой, мы летели в самолете. Я на заднем сидении там 3 спала, потому что нет, сил это не было. Меня будет, и говорят, там женщина впереди. Рожает. Нет, она умирает. Она умирает, ты можешь что-то сделать? Я говорю: я не работаю, врачей вызываете. Ну ты же и медик. Я говорю: ладно, я иду туда. У женщины на моих глазах остановка сердца. Остановка сердца, все. Я ей завожу сердце, я заставляю их дать специально, там сделала раствор, заливаю, она у меня приходит в себя. Я говорю: самолет останавливайте. В первом городе ее надо высаживать. Мы останавливались в Сыктывкаре, а мы ехали в Ноябрьск. То есть вы летели, прям Мы летели, реально да, остановили это все- самолет. И знаете, что выясняется? Я не просто так их попросила. Она бы до своего этого доехала бы города. Дело в том, что у самолета двигатель полетел. Когда мы присели, он бы не долетел. Поэтому вот таким образом приходится извращаться, чтобы что-то предупредить. Да, такое, о чем ты говоришь, может быть. Но вопрос в другом. Первое, кому об этом говорить? Второе,
Нахрен мне это надо? И третий момент, какие будут дальнейшие действия, да? Можно договориться с букмекерами, делать ставки. Делаю ставку, что вот эту корону украдут через неделю. Бам! И все, и ты миллионер. С точки зрения этики человека, который обладает даром видения и чувствования, он не участвует ни в тотализаторах, ни в букмекерских, ни в каких лотереях. Я зарабатываю очень хорошо, но только не на этом. Большие деньги, любое усовершенствование вселенной, цивилизации, оно доходит до пика, а потом начинается извращение и разрушение. Вы можете это проанализировать. Вот поэтому надо быть аккуратнее. Недавно ехал в такси. Ты в такси ездишь? Представляешь? Вау! Ехал в такси, значит, и водитель, классический армянин, который говорит: ты что думаешь, я всегда был таксистом? Вот это такая же история. Типа, говорит, я криптовалютчик, у меня двухэтажный дом и розетки по 50 тысяч рублей. Но так случилось, что я прогорел, и сейчас я работаю в такси. С таксистами это отдельная история. Слушайте, Фатим, а вот Вернемся, да. есть ли какие-то знаки денег? Да, то есть вот, условно говоря, ты идешь по улице, да, ты и ни на что не обращаешь внимания. Может быть, на что-то надо обращать внимание? То, что вот какие как бы знаки у тебя могут означать, что как бы завтра у тебя будет много денег. Типа карту нашел. Чтобы не упустить. Это как вот, если во сне говно увидишь, да, Да. это к деньгам. Либо как женщина рыбу поймаешь, значит, Беременности. К беременности это у нас, да. А на самом деле говорят, что рыбу, когда ловишь, это финансовая прибыль. Договоритесь с собой и скажите, что я, например, если буду идти и увижу панду, лежащую там на пляже, на любой картинке, это значит, мне подпишут контракт. Это я выиграю деньги. И этот знак у вас будет работать. Это однозначно. На любое событие. Делайте себя, программируйте себя, заставляйте себя вам помогать. Я по своей сути очень стеснительный человек. Я никогда в жизни... У меня есть ровно две девушки, с которыми я познакомился на улице. Вот типа из серии «Здрасте, можно с вами познакомиться». Все остальное, мне очень сложно. Это жена и жена? Нет. Две девушки, Я, значит, жена и жена. еду из института домой. В метро передо мной сидит невероятно красивая девушка. Невероятно просто. И я думаю, если она выходит со мной на одной станции метро, я с ней знакомлюсь. Она выходит на одной станции метро, я с ней не знакомлюсь. И я думаю, если она сейчас садится со мной в один и тот же автобус, вот я с ней 100% знакомлюсь. И мы с ней садимся в один и тот же автобус. И я такой думаю, если мы с ней выходим на одной и той же остановке, я 100% с ней знакомлюсь. И что вы думаете? Мы выходим с ней на одной и той же остановке. И я такой думаю, Блин, ну уже надо. если мы с ней живем в одном доме, то я с ней стопудово И в одной знакомлюсь. квартире, Ну, да. понятное дело, что Да. она жила в соседнем доме, но просто это к тому, что ты можешь сам себе вот так вот много выстраивать. Да, это называется ловушка. Ты прячешь за этим, усложняя ситуацию для того, чтобы прикрыть этим трусость свою. Абсолютно верно. Абсолютно да, верно. Но если вы не трусите и доверяете себе, а самое важное, доверять себе в любых ситуациях, у вас все будет зашибись. Но мне было 17 тогда, поэтому... Это анекдот, Гарри, классический же. Мужик едет в автобусе, значит, и за ним другой стоит, ну, типа ангел. И мужик такой вот едет и думает, жена дура, дети уроды, работа говно, погода дерьмо. И вот едет и едет, и мужик такой стоит за ним, 30 лет с ним езжу, одно и то же хочет. Да. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете вообще о том, насколько можно верить экстрасенсам. А знаешь что, Скептики вы или не скептики? Может быть, какие-то ваши личные истории, связанные Давайте запустим вот какую со штуку. знаками судьбы? Давайте в комментах. В комментах прям устроим такую штуковину. Кто-нибудь один напишите: я была у экстрасенса и мне помогло. И количество лайков. Кто еще сходил и кому это тоже помогло. Посмотрим статистику. Посчитаем, да, посчитаем. И обратная штуковина, кто сказал, я сходил и мне не помогли. И вот там тоже лайки накидывайте, посмотрим, кто же победит. Дело в том, что на сегодня хейтить экстрасенсов – это любимая тема. И сказать, кто-то будет говорить хорошие вещи, кого-то спасли, кому-то помогли, а другие начнут, и там начнется целый сыр-бор. Просто если вы это делаете, делайте это этично и красиво. Красиво надо делать. Во-первых. Во-вторых, сегодня, даже если вам кажется, что вы сходили к какому-то экстрасенсу, вам не помогло, не факт, что вы были у человека видящего и слышащего. А как найти его? Чувствовать.
А посмотреть новый сезон «Битва сильнейших», «Битва экстрасенсов», 25-й. Давайте так, Вот смотрите, там всё есть. я как человек, который работал на телевидении, ни в коем случае не хочу оскорбить твои возможности, не верю я в честность передачи «Битва экстрасенсов». Так, ты А вот помнишь, мы сейчас что там- Фатиму спросим. Фатим, Да. вы участвовали в 13-м сезоне. Все, что мы видим, реальность, прям реальная битва сильнейших, которых избрали, выбрали, которые прошли кастинг из миллиона людей. Давай так, у меня знакомая туда по приколу пошла. Ну и что, выиграла, Она победила? вообще, у нее 0 способностей. До финала Как дошла? зовут? Как А? зовут? До финала дошла? Ну, почти. Как А у неё, зовут? не буду говорить. Нет. У нее 0 способностей, она выглядит так. Она выглядит, ну, действительно не смотришь, думаешь, ведьма. Так. Вот конкретная ведьма. Все, она очень красива, очень харизматичная. Ну, вот прям телевизионное лицо, есть такая фраза. И все, ее протащили далеко. Теперь скажи мне, пожалуйста, ты как режиссер, ты хочешь сделать красивый продукт, чтобы зритель его смотрел? Мы только ради этого и делаем все. Вот все, что касается проектов, тоже делается для того, чтобы были хорошие рейтинги и людям было интересно. И поэтому есть такое понятие медийный экстрасенс. Это образ, созданный для того, чтобы показать эзотерику, духовность, показать другую матрицу. Вот наш 13-й сезон, я могу вам все рассказать. Если кто-то говорит, что платят деньги, либо экстрасенсы кому-то, либо еще что-то, в моем сезоне этого не было. Я честно признаюсь, мне платили 250 рублей, если съемка была больше 24 часов на еду. Все герои, которые есть там, все герои, это реальные истории и ситуации. За свой сезон могу сказать, у нас было несколько человек работающих. Реально работающих с людьми. У нас был бэкграунд, или как это называется, модное слово, до того, как мы пришли туда. Сколько человек у вас вообще там участвовало? У нас был самый большой сезон, у нас было 29 серий, больше они никогда этого Сколько не повторят. человек? Было где-то человек 13, да, или Экстрасенсов. 14? 13 сезон, 13 человек. Да, 13, да? Так вы- Наверное, я не знаю. Нет, но- нет. Типа нет, 25 да. сезон 25 человек? Нет, ну, типа прикольно, юбилейный такой, ну, такая Сейчас цифра точно странная. сделаю порчу на понос. Когда так говорят, я А, всегда- так это ты был. Предлагаю сделать перерыв. Да? Да? А на самом деле, когда вот некоторые экстрасенсы брываются, я сейчас сделаю тебе порчу на понос, я хочу, слушай, иди в отделение гастроэнтерологии, там запоров много, что там не помогаешь? Короче, сэкономили. вернемся к 13 сезону. В моем сезоне было несколько человек работающих, которых можно было видеть. Остальные? И были люди, те, которые считали, что они экстрасенсы. Реально Вот, считали. Они эти- считали. Вот этих людей как избегать? То есть они верили? Они верили в то, что они экстрасенсы. Окей, а были среди них те, кто точно знал, что он не экстрасенс, но он пришел, потому меня что... была- Не стал экстрасенсом по на приколу. передаче. Я не могу сказать, потому что мы были все изолированы. Вот меня, это все меня очень изолированы? часто изолировали от других людей. И нас там собирали по несколько человек. Но это всегда было видно. Да? У нас было 13 лет назад, вы поймите, у нас совершенно другие условия были. Нас не гримировали, как там, нас не приводили вот в этот ахер красивый, которым они сейчас там. В чем было, в том пошла. Что сделала, то сделала. То есть у нас... В чем чисто, то мы идешь. Да. Во сколько встала, с 7 и проснулся. Вот. У нас, я за наш говорю, денег никто не платил, все ситуации были правильные, и были вплоть до того, что редактора говорят, там, помогают, сливают, все остальное. Сейчас, может быть, это есть, я не могу это гарантировать, но тогда даже мешали. А редактора, они же делают, это же для шоу. Да, смотри, И они подходят ко мне, нужна говорят, слушай, стабильность. сейчас там будет 4 человечка сидеть, один там этот, ну, короче, и будут спрашивать, кто чем болеет. Они, короче, все здоровые, это вам проверка такая. Я захожу, а я вижу, а здесь трансгендер сидит. А вот здесь девушка беременная, но они резонируют по-другому. А этот вообще ни хера меня не слышит, он глухой. То есть, понимаете, какой диссонанс они внесли. И там конфликтные истории были. Это мясорубка, это тяжело. Что сейчас, я не могу вам сказать. Чем экстрасенс от ясновидящей отличается? Гарик, ты меня видишь? Допустим. Ясно видишь? Ясно. Значит, ты ясновидящий. Разницу понял? А Фатима экстрасенс. А Вот мы так. ясно знающие, ясно знаем и умеем правильно пользоваться знаниями. Хорошо, а которые Ванга, приходят. она кто была? Ванга спецагент. Существует теория, по которой спецслужбы всех стран, мы не исключение, использовали якобы экстрасенсов для... Ну, для чего А подожди, угодно. слово якобы можно вычеркнуть. Все мы понимаем, да, что это, естественно, все это выдумки, это все такое. И никто никогда ничего не доказал и не показал. Тем не менее, на сайте
на сайте Министерства юстиции США в библиотеке для сотрудников правоохранительных органов США висит учебник «Как использовать экстрасенсов в раскрытии криминальных дел». И у ЦРУ, на сайте ЦРУ, опять же, я нашел отчет, да, где там прямо вот черным по белому написано, где, когда, в каких конкретных случаях не только можно, но и нужно привлекать экстрасенсов. Я сразу с английского перевожу. Значит, базируясь на этом докладе, значит, талантливый экстрасенс может вам помочь обнаружить географическую точку пропавшего человека, сузить количество версий, у которой есть у следствия, направить ваше внимание на информацию, которая казалась вам несущественной, или предоставить вам информацию, которая вам была изначально неизвестна. Это то, что говорит ЦРУ. Ну, вы же не верите в это. А зачем? Да, я не верю. Окей. Я и ЦРУ не верю. Я предлагаю, поскольку Кирилл озвучил, да, что даже Сейчас в книге проверим. ЦРУ написано, что любой экстрасенс может найти человека, давайте мы поможем Франции, полиции Франции, департаменту полиции Франции, я бы сказала, ну, в общем, всем полицейским. Людям, которые ищут что-то Да, там. ищут драгоценности. Вот у нас карта Парижа. Она очень подробная, с улицами, красочная, с достопримечательностями. Давайте по ней попробуем понять. Где находится... Украденные драгоценности Да. из Лувра. Я вас приглашаю в свидетель. Вы видите, какую обрезанную карту мне дали Она просто из Парижа? путеводителя. Она из путеводителя Да, просто. а что что было? Что было? Да, что было, то и дали. Теперь смотрите, на самом деле это... Хотя бы район. Нет, определить. я вам сейчас скажу по-честному, да? Да. Дело в том, что, пожалуйста, вы можете очень хорошо использовать маятник. Его используют везде, и воду искали, и все остальное. Опять же, от электромагнитности. Здесь задача какая? Нужен очень большой резонанс, это коннект человека с этим предметом и с тем, что он здесь видит. Вот это объекты, да? То есть вот ты мне даешь вот это. Это Но город. Город. Да. В этой ситуации ты должна быть уверена, что вот в этот город это все помещается. Это первое. Второе. Я должна войти в резонанс. Что Я всё? даю команду. Помещается, где украдено. То есть вы ну мне я ограничили надеюсь. территорию. Я же не Да? знаю. А если Теперь где-то в что? Подпорижье, то Да, в Подпорижье. да, вот, я к этому хотела Да, предупредить. Мы сонастраиваемся, да? Да. Есть разные истории. Там маятник кто-то качает, кто-то не качает, кто-то что-то угодно делает. Но это работает, когда ты в это веришь, ты в этом находишься в резонансе. Внимание. Вот смотри, вот, мы просто делаем. Украдены ли сокровища из Лувра? В случае, если они украдены, и это катастрофа века, ограбление века, маятник должен идти по кругу. То есть Вот. мы сейчас поймем, украдено они Украдено или нет. Я или правильно нет? поняла? Когда ты приходишь к врачу, врач тебе не сразу говорит, У тебя рак. Да, Да, да. он проходит какие-то этапы и потом делает Отлично. вывод. Теперь делаем следующий мамбур. Находятся ли потерянные вот эти все драгоценности на территории Парижа? То же самое, ждем знак. Маятник ни хера не говорит, он молчит по своей сути, да? Вот, но это, я знаю, какие вопросы задавать. Не торопи меня, да? Теперь следующий момент. Вот мы посмотрели. Если бы он вот так крутится, он дает да, значит, ты идешь по этой линейке. Это как взаимодействовать. Если он начинает вот так, по моей договоренности, это значит нет, это все херня. Ну, по своей сути, да, и я здесь не найду. Теперь мы делаем следующим образом, да. Вот здесь я беру карту Европы. У меня центром в этой карте Европы является Париж. И я задаю вопрос, где в Европе сейчас находятся украденные эти, как их называется, драгоценности. И я могу поводить по Парижу, да, по своей сути, увидеть определенные колебательные движения и отметить это точкой, например, вот здесь. Ну, это первая колебательная вот. Я могу вот здесь отметить ее. Мне не важно, я не смотрю на карту. А потом я задаю, оно же может мне показывать маршрут движения. Во Франции находятся драгоценности? Нет. Теперь я убираю, вот это у меня Франция, да, и я обхожу Европу, ну, вот с этой точки, и задаю направление. Вот у меня Париж. Ну, то есть Париж, Франция. Пусто.
Ну, очень не очень, да, очень не очень. Следующее. Мы все прекрасно знаем, что Голландия, там где-то в Амстердаме закрытый аукцион, куда свозят эти вещи. Находятся ли там эти драгоценности? Нет, очень не очень. Понимаете? И следующую, третью точку я беру, вот, например, дальше от этого всего, я беру Великобританию. Если брать, где находятся настоящие украшения, я бы сказала, что это Великобритания. Вот такой вот вам маленький расклад. Карл, где драгоценности, Карл? Верни их. Вот так вот можно. Мне это все равно в первый. Англию не ехать, могу говорить, что хочу. В общем, короче говоря, ваше мнение, что это Великобритания. И еще вы должны запомнить, как я говорила, каждое слово очень важно. Где находятся настоящие украшения, которые... Окей, Великобритания. Зафиксировали, да, что мы показали Будем условно ждать географическую разоблачения. точку. Более точно мы сейчас этого сделать не можем, у нас нет точной А карты. все, что найдут, и все, что туда вернут обратно, это будет офигеть какая крутая копия для того, чтобы она там находилась. Может, мы пойдем дальше? Что нашим зрителям посмотреть с твоим участием как телеведущая? Ну, на данный момент времени можно посмотреть архивы. Это 13-й сезон «Битвы», это дневник с Фатимой Хадуевой. Познавательно будет всем, долю рейтинга держим до сих пор. Это «Остров», выживания. Я, кстати, книгу написала очень классную на эту тему, это энциклопедия выживания. Следующий момент. Вы абсолютно спокойно сейчас можете посмотреть «Выживалити», скоро будет «Змееловы». О, прикольно. Да. И также проект у меня был на пятнице, называется «Свадьба вслепую». Класс. Что там? Что значит свадьба вслепую? Это, как знаете, как раньше На кого Сейчас, Бог секунду. пошлет? Русский язык возвращаем ко мне в рот. Как раньше в кавказских семьях делали, что вот я знаю, у Магомедика есть дочка. Вот она хорошая дочка. И мальчик, даже не видя ее, идет и женится на ней. Вот так, До сих такой пор это процесс? есть. Конечно, И я есть. за это. Родители выбирают жениха или там невесту своим Я детям. тоже против. Я Я за, тоже против. нормально. Нормально дело, нормально будет. Ну окей, вы по такому же принципу женили, типа, в свадьбе вслепую? Что вообще там Свадьба происходило? вслепую Что за была проект? задача. Да. Задача. Большой запрос был от мальчиков и от девочек, что сегодня в современном мире люди не могут встречаться, находить друг друга, несмотря на то, что интернет развит и все остальное. Да? Короче, И как я, очкошники, которые не могут не познакомиться. на той стороне, не в ту дверь, да не на том автобусе поехал. Можно я задам один Да. вопрос, перебью? Так ты познакомился с этой девочкой? Ты меня это Нет. мучает уже полчаса. Нет. Так ты же узнал, что она в соседнем доме живет. Вернемся Да. к той истории. Да, И что, и не... Нет, все, я же говорю, для меня сразу, когда я видел красивых девушек, для меня То есть типа... интрига в никуда ушла. Да, Мы да. не узнаем имя. А знаете, что он сказал, когда он это рассказал? Он говорил о том, что на самом деле, если ты заказываешь знаки, тебе знаки дают. Тебе И дают здесь возможность, а тебе я ими дают не эту воспользовался. возможность. А чтобы воспользоваться возможностью, нужна смелость. Абсолютно верно. Ну вот приходят смелые в свадьбу вслепую, такие, ой, найдите нам жениха, мужа, Да, прям сразу да. готовы в ЗАГС. Так Да, я понимаю? Да. Но что мы делаем? Мы даем пробный период. С Отличная гарантией. идея, мне нравится. Вот, девочка, иди Пробный попробуй ее. период. Вот так? Неделя. На неделю они становятся, она не видит его, он не видит ее, она становится ему женой, он ей мужем. Как На это? неделю. Как На не, неделю. Не видят друг Подожди, друга и а там становятся это, мужем там и женой? Вася, это происходит? Подожди ты, да, куда ты целый? И вот они дают согласие, что они согласны быть мужем и женой, мы их одеваем кольцами, и на неделю они потом снимают, видят, кому что досталось. Это как лотерея. Вот. Я там видела бизнесвумен и дворник, или бизнесвумен, и... Шикарная серия была, у нас была спортсменка, бодибилдерша, вот, и это там один чувак. Чувак, это типа простой? Это да, который там строитель, но у нее козы были, она богато жила, там все остальное. Они прожили вместе, они полгода вместе понаходились после нашей свадьбы. То есть они повзаимодействовали, поизучали друг друга. Ну, потом, понятно, без альянса он всегда разрывает, особенно если он интеллектуальный. Вот мы соединяем эту пару на неделю, и они пробуют с его родственниками, с ее родственниками, и знакомятся, и смотрят, как это происходит в жизни. Но вот этот первый сезон, который я вела, у нас были реально простые люди. Да? Но с учетом того, что вот сейчас я не веду этот проект, ведет Каграманов, и эта тема для канала развлекательная должна быть, там появились новые герои.
герои шоу-бизнеса, другие люди, другие задачи. Но когда я была в этом проекте, там было реально все серьезно. Вот. И были пары, которые соглашались, а были пары такие, которые так, нахера забери. Итальянец у нас был. Вы что мне дали? Она не той конституции, у нее не такие вот эти полушария мозга другие. Там у нее ребенок, а мне 40 лет, я еще молодой. Итальянцы вообще же... А он типа итальянец... Настоящий. Нет, он россиянин итальянского Нет, происхождения? он прям итальянец. итальянец, приехавший в Россию. Искать и, жену русскую? Нет, он здесь работает, изучает язык, ему нравится наша Зачем он пришел к нам культура. жену искать? Да, нет, к нам на проект пришел Да. жену искать, а так он где-то работает даже, где-то развивается в культурных пенатах, где-то. Вот, и поэтому это была такая история очень актуальна. Сколько пар? Вот сколько пар? Вот объективно. Люди друг друга не видят. 12 пар, Реально. 24 человека, которые были на моем сезоне, в моем проекте. Из 12 пар кто сейчас живет вместе? Никто. Вот. А вы говорите, я за Насколько я то, знаю. чтобы там у Магометика дочь. Нет, но Ну, это же это не проблема другая. передачи, это проблема современного мира. Это мир, абсолютно сейчас, правильно. Чем мир не угодил. Сейчас развод это за здрасте просто. Ну, типа, люди живут вместе, живут, и потом такие, может, разведемся? А давай разведемся. Да, мы не Это вот подходим так что друг это к другу. происходит, Мы да. отработали карму. Почему ты с ними не расходишься? Он же абьюзер. У нас кармический брак, нам астрологи так сказали. Поубивала бы вот этих астрологов. Кирилл. Кстати, есть интересный документ. Так. Ты же распечатал. Не верит, Да. что мы это Да, покажем. мне интересный документ. Короче, это по нескольким странам, по многим странам, главные причины разводов, например. Типа По статистики. гороскопу, небось, Да, не вот подходит. давайте послушаем, просто Ну, интересно. ну. например. Озвучьте весь список, пожалуйста. Значит, главная причина развода, это за 10 лет статистика. То есть это такая хорошая статистика. Значит, в США недостаток приверженности. Что это значит? Что, то есть одержимость видеоиграми или конфликты из-за домашних животных. То есть как бы кто-то из супругов одержим видеоиграми, и это вот как бы недостаток приверженности. Значит, в Китае Подожди, а вторая штука, если человек обижает животных домашних, как его можно? Я вот сразу здесь скажу, у нас девочка была с обезьяной, девочка невеста у нас была с обезьяной. Он не принял то, что у нее обезьяна, они развелись. У другой была Я думал, коза. вы про мужа. Я понял. Так, давай, дальше. Значит, Китай. Межгородская разлука. То есть, как бы, потому что у них работа, и Это они там нормальная история. туда-сюда. Абсолютно Значит, нормально. дальше. В Японии вообще шикарная история. Есть у них такой, как сказать, понятие, феномен, скажем так, культурный. Это называется хикикомори. Это называется невидимый муж. Или госингуру называется. То есть иногда у них муж просто вот решает, и он может месяцами не выходить из своей комнаты и вообще как бы ни с кем не общаться, там просто ему там еду подсовывать, все, невидимый муж. То есть он считает, как сказать, себя просто полностью отсекает. Вот. У нас обычно после развода так бывает, чтобы алименты не платить. Они Я могу за стирают себя из адекватность. жизни. Или, То есть например- они разводятся из-за того, что муж стал невидимым. Да. Грубо То говоря. есть, если Он бы- стал долго невидимым. он стал... Капец. Да. То есть, если он был невидимым сколько-то, ну ничего страшного. Или- когда или- чувак 3 года невидим, Или, например... Забухал вот такой на 3 года, А вот, короче. вот слушайте, просто, слушайте. Вот в Испании, например, главная причина разводов – недостаток страсти. Да, недостаток страсти, да. А у них там есть страстимер? Да. Вот недостаток. То есть, видимо, да, вот у них есть какая-то вот как бы Шкала. некая шкала, да. Испанская. Слушай, ну мы не добиваем по страсти. На Слушай, разведёмся, Да, да. давай. там, как-то я вот. представляю, приезжает комиссия со страстометром. Да. и Нет, смотрит. метр, ты это Что, у Петра страсти не метр, а у меня хватает, полсантиметра. ребята. Или, например, Финляндия – это неустойчивые эмоциональные связи, они все такие... Россия есть там? Да, Россия есть. Давайте я не буду про Россию. Почему? Давайте, кстати, очень хотим услышать. Россия – алкоголизм и измены. Классика. Банальщина. Да, алкоголизм и измены. Интересненькое туда Да. впихнули. Да, как ни странно, да. Так, Бразилия, самое главное, прелюбодеяние. А также футбольная зависимость. Футбол важнее семьи. Факт. Прикол. Для бразильца Для это Бразилии, мне Да, кажется, да. в Мексике главное – это мачизм. Типа, нет, не понимаю, что такое причина в мачизме. Типа, он классно Он выглядит, я с слишком ним крутой разведусь. мачо. Да, то есть вот как бы... То есть, вот, И она такая, типа, я не дотягиваю до его уровня. А, И ну он да. говорит, ты не дотягиваешь до моего уровня. развод. Так, в Египте претензии к религиозной жизни супруга.
То есть супруг либо слишком мало молится, наверное, либо слишком много. Опять же, то есть вот как бы это вот... Где грань? Вы когда видели в Египте, если были у них вот здесь у мужчин, вот здесь такое Пятна. пятно. Да. Это необходимость вот религиозности, доказательство того, что он все время головой бьется о пол и намаливает, ну, типа, Всевышнему такую... Вот тут тоже, Да. да, вот не угодишь. Много молишься — развод, мало молишься — развод, да, вот Ну вот как? Везде нужно знать меру. Блин. Да, Дальше. или, например, вот последний пример, их много просто. Например, в Индонезии самой главной причиной для разводов – это суеверие о несовместимости крови. Я за адекватность. Если действительно в мире существует такое понятие несовместимость крови, и есть у ребят действительно есть такое подозрение. Ну, типа, у тебя Во-первых, третья группа, у меня первая, мы несовместимы. Во-первых, можно провериться, да, а во-вторых, если у них действительно несовместимость, то зачем портить свою жизнь, а потом еще жизнь детей? А вы заметили, что там нет Индии? Это был последний пункт. Короче, в Индии, чтобы вы знали, дорогие друзья, на самом деле в Индии 93%, был недавно у них опрос, BBC там проводила, значит, 93% браков совершаются после, там такая процедура называется, это совместимость гороскопов, как ни странно. Капец. 93%. Да. И, соответственно, и главная причина развода тоже, что несовместимость гороскопов. То есть они женятся исключительно после того, как по 36 параметрам они оценивают совпадение. 36, если да, 35, то типа сорян. Нет, 36 всего. И там есть скоринг. То есть, вот, грубо говоря, Чем там, больше, тем типа круче. то есть сколько там параметров совпало, так сказать, вот если больше какой-то, значит ты, так сказать, значит брак, скорее всего, будет успешным. Если там меньше какой-то, значит уже есть риск. А вот смотри, давай так... Прости, пожалуйста, а почему они потом разводятся? Я Сука, вот, ты прошел... я тебе отвечу. Давай. Я отвечу как раз на тот вопрос, который ты хотел задать. Видите, как работает экстрасенсорика? Смотри, вот я как раз хотела сказать, почему они разводятся, если они выходят замуж по гороскопу? Да. Дело в том, что, например, если совпало из 36 позиций, у тебя 22, но тебе необходимо, чтобы достойно в браке радостно прожить, например, 31, да, показатель. Так. И они допускают, вы идете в брак, потому что если вы И родите... добиваете вот эти баллы. Если вы родите ребенка через 2 года, в таком-то месяце, желательно вот в этот период, у вас эти 6 баллов не хватающих, они закрываются. Если вы сделаете, то есть третье звено включается, активную следующую точку, понимаешь? И тогда брак Капец, имеет право как быть. всё Это очень сложно. сложно. Я аж заматерился, Слушайте, понимаете? я прям Почему, рада, что я блин, не ну- в Индии. Лучше, мне кажется, выйти замуж в То есть, России, смотрите, развестись из-за Слушай, в России лучше алкоголизма. вообще выйти замуж, да? Здесь тебе мозги делают, что пора жениться, и там есть идеальный ответ, когда тебе говорят, ты когда женишься? Ты говоришь, а пока никто не подходит по гороскопу. Ну так не есть. Моя Да. душа еще не воплотилась, Поэтому- карма не включилась. Поэтому, если не совпало, пока пользуйся Камасутрой. Поэтому как бы вот. Поэтому вот эти пробные браки, свадьба вслепую, и дает возможность пробных людям браках. на недельку там перетусоваться в телевизионном эфире. В пробном браке, all-inclusive или существует Когда ограничение? говорятся, мы не снимали, был ли он инклюзив или нет. Слушайте, как вам удалось Прохора Шаляпина женить на молодой женщине, да еще и на кондитерше? Ну стоп, Вот. это она суперзвезда в кондитерском деле. Да, понятно, но Прохор Шаляпин Тоже у нас... суперзвезда в своем кондитерском деле. В каком- Булочки а кто это? Прохор Шаляпин любит старые булочки. А кто это вообще? Прохор Шаляпин Про- это кто такой певец, Прохор Шаляпин? медийная звезда. Это Кстати, твои мы не русские народные знаем. песни. А Сейчас ты я- еще не дожил до этого возраста, которых он начинает любить. Ой, мальчик мой золотой. Я обожаю. Вот, смотрите, вот он обожаю женится, Прохора. кстати, да. Красавец. Это он женится у вас на проекте. Да, там. это на проекте «Свадьба вслепую». Ну, так а что вы ему опять Подождите. не угодили? Он через неделю хейтил По-честному, проект. По сейчас чесноку. проект ведет Каграманов. Тоже юморист и шутник. Ромка классный, Да, Ромка. Ромка умничка, я его обожаю. Я даже постебалась, когда сказал, мы передаем теперь тебе бразды правления. Вот. И, понятное дело, они для того, чтобы проект заново, по-другому, с юмористической точки зрения зашел, они подбирали. Что касается Прохора, я его очень хорошо знаю. Я его знаю с другой стороны. Он настоящий мужик.
Он очень ответственный за все свои слова. Но у него такой образ, который он сложил про себя. Вот. И по своей сути необходимо было вот ему просто посмотреть не на вот этот хейт, где старушки там рядом с ним, а взять хотя бы более-менее ровесницу себе. Ну, не понравилось, не зашло? Что, ему не зашло с молодой? Почему? Я так- Они же сейчас вместе, нет? Нет, я так понимаю, что это была такая не настоящая свадьба, это да? проект, это проект. Проектная свадьба. Ну, Проектная ладно. свадьба. Они ее сделали. Они после этого пошли на другой проектный. Это ставка на любовь, где они отработали. Потом они Но пошли на проект «Звездные разводы». Да. Ну, ребята медийность поднимают. Они парой друг другу были нужны. Почему? Потому что Прохор, несмотря на то, что юмористический формат, Прохор показал ей, что такое любить себя, что такое ценить себя. А кто, как не он? Да, Да. он это сделал потрясающе. А она ему показала другую эмпатию, что дети есть ответственность. И это был потрясающий психологический проект. И вы знаете, какой результат? Прохор по-настоящему задумался о том, что он готов все-таки влюбиться На молодой. в молодой и родить детей. Ну, будем ждать, Прохор, У меня вперед. вопрос, опять же, чисто технический. Смотри, передача «Свадьба вслепую». Есть мальчик А и девочка А, да? И как вы их сопоставляете, что вот прикольно, вот они должны быть вместе? Почему не мальчик А и девочка Б? Ну, то есть вот какие параметры должны совпасть? Вот когда я была в проекте, одна из задач была подобрать их максимально с точки зрения, опять же, гороскопов, там вот какие есть качества. И у нас была сваха всея Руси, которая говорила: о, вот этот столько зарабатывает, вот это столько, вот их надо совместить. Она как профессионал сваха, Давай, как? Я режим Дудя. Кто сколько зарабатывал, чтобы вы их соединяли? Один 30 тысяч рублей зарабатывает, другой 300 тысяч? Абсолютно Или разницы по не 60 было. зарабатывает? Нет, мы не сравнивали. Это был не финансовый мезальянс, мы не знали, кто сколько, ну, то есть мы не смотрели. Я смотрела с точки зрения нумерологии, астрологии, энергетики, и они все потрясающе друг к другу подходили. Но в итоге все развелись. А знаешь почему? Почему? Ну, потому что, первое, вот, например, когда меня спрашивает, там, например, режиссер или там продюсер: Фатим, как они по гороскопу? Я говорю: категорически не подходят, но мы их соединяем. Она вот такая: как, зачем? Я говорю: да кроме вот этой бабы, этого мужика никто не научит за собой унитаз смывать и крышку закрывать. Это был эксперимент, его надо было очень правильно использовать. Понимаешь? Ребята, куда сказать? Вот к вам. Ребята, которых соединила уважаемая Фатима, вернитесь обратно. Если вас соединили, значит, так должно быть. «Звездные разводы». Вот Фатима. Кирилл у нас озвучил статистику: алкоголизм в России, что там еще измены? Алкоголизм и измены, да? Ну вот давайте. Скоро измены уйдут, и за них не будут разводиться. Берем первую пару, Прикольно. которая развелась буквально в октябре месяце. Парни, это новость для нас Дебровы, была Дмитрий сейчас. Дебров и Полина Деброва. Свет, Ну? ну давайте по-взрослому. Сколько ему лет, сколько ей лет. Это был брак, мезальянс, который однозначно к этому пришел бы обязательно. Она в рассвет входит, он в угасание. Прожили ж столько лет, троих детей Ну, да хоть нарожали. 15, Сколько лет какая они- а разница? сколько лет они Да, мне прожили? кажется, они лет 10 прожили. Ну, ему под 70, и ей-то 40 нет. Нормальное явление, Света, разошлись, нормально, все, закончилось. Она уже не Ты едешь в пенсионный фонд, а ребенка отводишь в сад. в сад, вот все нормально. Хорошо, разница в возрасте. Это Ваш однозначно. диагноз. Джиган и Самойлова, что, кост не поделили? Или пиар? Или хайпуют? Подожди. То, что касается Джигана и Самойловой... Классные же ребята. В первую очередь берите. Оксана умнейшая женщина. Оксана ни одного пука, взгляда не сделает, если она не прочитает шаги. Оксана делает все абсолютно грамотно. Вот в хайпе их, в разводах, в соединениях. Вот все, что делает, это делает Оксана. Но с другой стороны, они же тоже люди. Им же тоже хочется Пиар? уставать. Ну вот пиар, как вы уставать думаете? друг от друга. И когда-то... А может, они какое-то там шоу сейчас... Подожди, и запускают, когда-то Может. им нужно Может. будет договориться о том, что у каждого есть своя жизнь. И у них у каждого будет своя жизнь, и они будут жить вместе, делая шоу семейные с разводами, с конфликтами, со скандалами, показывая людям, какая бывает все-таки звездная реальная жизнь.
Конечно же, этот момент идет серьезно. В реалити, когда вы снимаетесь, и суды реальные. Сегодня ты отдала заявление, но их еще не развели, а было только первое заседание. Люди будут переживать, люди будут осознавать, и никто не дает гарантии, что и они не разведутся. Итак, ребятушки, смотрите. Новость. Американская полиция попросила выпить водителей в 9 утра, чтобы новобранцы могли различить разные стадии опьянения. У нас есть видео, покажите нам только без Почему звука. Это серьезно? Да. Почему мы такие эксперименты не проводим? Давайте посмотрим, как это происходит. Хорошее, кстати, спиртное они там наливают. Смотрите, Ясно, вы вот видите, там у как них все бутылки там хорошо, стоят? да. Смысл вот этой всей истории это был научить людей общаться с пьяными людьми в разной степени опьянения. Не определять, пьяные ли они, и именно решать вопросы Окей, с но ними. суть-то их же напоили в 9 утра. Да, напоили. Я имею в виду цель. Не то, чтобы они не знали, там, он пьяный или нет, Ну, он очевидно общаться, пьяный. я А поняла. имеется в виду, чтобы они находились в реальной кризисной ситуации, скажем так. Разговаривали на одном уровне. Ну. Интересно, их научили разговаривать с нашим русским менталитетом, когда ты выпьешь и говоришь, ты меня уважаешь. Ломай меня полностью. Да. И как определить у русского человека, выпил он рюмочку или бутылочку? Вот это да? вообще абсолютно невозможно, это все неправда. В Иране журналисты снимали постановочную сцену с ограблением при участии каскадера, которую увидел водитель, мимо проезжавший, и вмешался. Он помог им? Да, конечно, он же сбил каскадера на мотоцикле, они остановили съемку, и, соответственно, ему долго потом объясняли, что это не ограбление, что мы снимаем Социальная кино. ответственность. Мы снимаем кино. Красавчик, водитель красавчик. Лувр бы не ограбили, если бы были бы вот такие внимательные люди. Вот. Видите, вот мужик на, Да, на белой авто. машине. Да, мужик на автомобиле на белом. Видишь, он всех сбил, он даже выскочил, попытался их задержать. Так вот, если бы был бы вот такой водитель на такой белой машинке и сбил бы тех грабителей с Лура, которые ехали на своем мопедике, самокатиках, ничего бы не случилось. ничего бы не случилось. Значит, Не всё, но- женимся, значит, что делаем? Женимся вслепую, стараемся не разводиться и делаем так, чтобы сокровища оставались в семье. Да, а главное- Женимся по гороскопу. По гороскопу. Я бы как в Индии. Оставляйте, пожалуйста, в комментариях разные интересные новости. Тайм из овера. Ребятушки, спасибо большое, что вы сидели, смотрели, наверное, тоже чаечек пили с чем-нибудь сладеньким. За просмотр вам великий большущий лайк, и вы поставьте нам тоже большущий лайк. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мы всех ждем на нашем канале. Пишите свои личные истории, пишите ваши впечатления от проекта. Понравилось, не понравилось. Мне кажется, главное, это важно. пишите, что героиню, которую они будут, или героя сажать сюда, круче Ходоевой не было. Ну, это бесспорно. Давай я Да, теперь Кирилл? буду там сидеть. И главное, не забывайте протирать третий глаз себе регулярно. Ну и букет красивой женщины. И прочищать чакры периодически. А он все хотел, небось, унести. Конечно. Спасибо, что позвали. Всех благ. До встречи. А мы с тобой отдельно уходим.